В эти последние дни осени, когда природа готовится к Рождеству, мы находимся на родине Шекспира. И пока туристический сезон не закрылся, мы успеем посетить значимые места, связанные с великим поэтом, куда приглашаю вас я, Люкреция Кей. Я продолжаю серию рассказов о жизни великого драматурга в городе, связанном с именем Шекспира и являющимся одним из наиболее популярным местом для посещения туристами. Центр города, где расположены все основные достопримечательности, можно пройти за пару часов, останавливая свой взгляд на старинные здания и чувствуя себя причастным к тюдоровской эпохе. На стыке Чапел-стрит и Чапел-лейн находился дом Нью-Плейс, купленный Уильямом Шекспиром в 1597 году. Но свою творческую жизнь писатель проводил в Лондоне, время от времени навещая свою семью в Старфорде. Существует мнение, что Шекспир переехал в Старфорд лишь за несколько лет до своей смерти. Одной из причин этого может служить то, что лондонские публичные театры неоднократно прекращали свою работу из-за вспышек чумы, и у актеров не было достаточно работы. Полный уход от дел был редкостью в те времена, и Шекспир продолжал посещать Лондон. После 1606-1607 годов Шекспир написал всего лишь несколько пьес, а после 1613 года он вообще прекратил создавать их. Все сохранившиеся подписи Шекспира на документах 1612-1613 года отличаются очень плохим почерком, на основании чего некоторые исследователи полагают, что он был в то время серьезно болен. Нью-Плейс в Старфорде на Эйвоне стало последним местом жительства Уильяма Шекспира. 23 апреля 1616 года Шекспир скончался. Традиционно принято считать, что он умер в свой день рождения, но уверенности в том, что Шекспир родился 23 апреля, нет. Своим завещанием Шекспир оставил большую часть своего недвижимого имущества старшей дочери Сьюзен, поскольку его единственный сын Хамнет умер в 1596 году в 11-летнем возрасте. Причина его смерти неизвестна. Его сестра-двойняшка Джудит вышла замуж за винодела Томаса Хуни. У пары было 3 сына, но все они умерли, не женившись. Старшая дочь Шекспира в замужестве Сьюзен Холл заботилась о сохранении дома и жила в Нью-Плейс до своей смерти в 1649 году. Дочь Сьюзен, Элизабет, вышла замуж за Томаса Нэша, который владел соседней собственностью. Второе свое замужество Элизабет была связана с Джоном Бернард. Леди Бернард являлась последней из наследников Шекспира. Она умерла в 1670 году, тоже не оставив наследников. Сейчас на месте Нью-Плейс разбит сад с фруктовыми деревьями, газонами, кустарниками в тюдоровском стиле. На территории сада выставлены скульптуры из пьес автора. Во всем мире установлено множество статуй Шекспира, включая погребальные монументы. На этом скалистом постаменте Шекспир изображен в обществе муз. Одна его рука лежит на плече гения живописи с палитрой и кистями,
в то время как драматическая муза с лирой возлагает на его голову венок с лавром. Эта скульптура была первоначально разработана для Шекспировской галереи в Палмал в Лондоне, но затем была перемещена в Большой сад рядом с местом снесенного дома Шекспира в Нью-Плейс в Стаффорде на Эйвоне. Сейчас кратко пробежим по хронике дома. В конце 15-го столетия Хью Клоптон, разбогатевший на службе лорда-мэра Лондона, построил большой дом в Стаффорде, рядом с часовней гильдии Святого Креста. Новое место было красивым домом, построенным из кирпича и дерева. Семья сэра Хью продолжала владеть Нью-Плейс какое-то время. Затем дом передавался, продавался, и в 1597 году, после некоторого судебного спора, Уильям Шекспир купил дом Нью-Плейс для своей жены Энн Хатуэй, с которой у них было 3 детей. После смерти последней наследницы Шекспира, Нью-Плейс после перепродажи вернулся к семье первоначального его владельца. В 1702 году Джон Клоптон перестроил дом радикально, а в 1753 году собственность была продана преподобному Францису Гастеллу. Уже при жизни Шекспир получал похвальные отзывы о своих работах, но по-настоящему он стал популярен намного позже. В 1756 году тогдашний владелец Нью-Плейс, отставной викарий Франсис Гастелло, который был настолько раздражен любопытством шекспировских паломников, что срубил тутовое дерево в саду, предположительно посаженное Шекспиром. В отместку жители города разрушили окна Нью-Плейс. Все как-то не так складывалось для преподобного в Стаффорде. Гастелло хотел расширить территорию сада, но его заявление было отклонено, а налог был увеличен, на что разъяренный Гастелло разрушил дом в 1759 году и покинул город. Хотя дом больше не существует, в 1876 году фонд имени Шекспира приобрел новое место. И дом Нэша, где сейчас находится музей с экспонатами раскопок, проведенные в 2010-2012 годах. В ознаменовании 400-летия со дня смерти драматурга Королевский монетный двор выпустил 3 двухфунтовые монеты, датированные 2016 годом, символизирующие 3 группы его произведений – комедии, хроники и трагедии. В нескольких шагах от Нью-Плейс находится часовня гильдии, построенная в 1420 году и является одним из самых знаковых и важных исторических зданий в Стаффорде на Эйвоне. Сегодня, спустя почти полтысячелетия, редкие росписи часовни представляют уникальную возможность взглянуть на средневековое прошлое. До реформации в часовне собиралась гильдия Святого Креста, которую в одно время возглавлял отец великого драматурга, перчаточник Джон Шекспир. Также полагается, что именно в этом здании Уильям Шекспир впервые увидел театральное представление с участием великих актеров того времени, приехавших на гастроли из Лондона. Рядом с гильдией до сих пор работает школа короля Эдуарда VI,
который посещал и Уильям Шекспир. Здесь также проводятся экскурсии, в ходе которых туристы могут побывать на уроках, где школьники изучают латынь. Некоторых туристов разочаровывает тот факт, что Нью-Плейс больше не существует. Но прогуляться по саду и увидеть, как нация заботится о своем герое, это того стоит.